Здравствуйте, это Александр и бюджетные инвестиции. Мы находимся на моем брокерском счете ВТБ. В общем, у меня, как говорится, небольшая радостная новость. Небольшая, но радостная. Да? Пришли от Северстали дивиденды. Первые на этом брокерском счете дивиденды, которые пришли. Вот. Сейчас будем просматривать мой брокерский счет. Я как раз все покажу, где что были произведены вычеты сразу и пришли уже, как говорится, чистые мои дивиденды. Вот. Ну, как видите, да, за этот месяц у меня прибыль немножко убавилась, потому что я кое-что продал, что-то подкупил. И поэтому немножко снизилась. Ну и тем более немножко упали немножко акции, да, на этой неделе. Вот. Тоже снизилось это за месяц. Ну, давайте лучше за общий поставим. За все время. То выглядит как-то получше. Ладно, я верну обратно за месяц. Вот. Так, ну что ж, поехали. Здесь у меня маленькие прыгали, видно, да? Так. Видно на графике, что оценка портфеля немножко снизилась. И прибыль видно, что у меня минус прибыль, да? Вот. Ну и вот мои дивиденды. 32 рубля 34 копейки. Это, как говорится, первые мои дивиденды уже с вычетом от Северстали. Вот. Ну, а здесь уже брокерская комиссия, биржевая комиссия и общий итог, который у нас был снят. Вот. Давайте зайдем на счет мой портфель. Как видно, 36,73 копейки стало. Было меньше сумма. Вот. Тут было 4 рубля, кажется. 32. Ну вот как раз. Там с копейками тоже что-то прибавилось. Вот. Ну, пойдем дальше. Я еще пока ничего не покупал. Сегодня тем более 25-е. У католиков идет там католическое Рождество, праздник. И, в общем, американская биржа не работает. В этот день они отдыхают. У них закрыта биржа, они не торгуют. Ну, сами автоматически торги-то, может, и проходят. Вот, ну, как говорится, по инерции, что ли, я так понял. Потому что ценовая там политика все равно изменяется. Вот. Ну, давайте с акции начнем. АТ Групп. Наша, как видим, да, она упала немножко, стала 11,45%. Вот. American Tobacco у нас 5,8%. Больше, лучше как-то держится. Вот. Я его буду подкупать потом. Но не сейчас. Я хотел кое-что потратить. Купить другое что. Но это когда откроется биржа американских акций, тогда я буду производить покупки. И вы об этом узнаете. Ну, дальше пойдем. Так. ETF Альфа-банка. АКМБ. Плюсики у нас, да, сегодня 0,45%. FX EM ETF тоже в плюсике 1,03%. А вот FX WO долларовый у нас в минусе небольшом 0,75%. GAP акции
тоже в минус сейчас находится 4,35%. Cossamer Bio по медицине он находится у нас в плюсике, но упал немножко, да, видим, 11,09%. Я надеюсь, что он еще будет рост у него. Так, Нортон. Он у нас 9,93%, тоже немножко снизился, был больше. Вот. Так. Ну и Тинькофф Био ETF у нас в небольшом плюсике, да, 0,10%. Тинькофф ТМОС ETF, который 3,36% поднялся. Акции Казахстана немножко подросли, да, как мы видим. Вот. На 2,31%. Немножко радует. Акции развивающих стран на 2,94%. Ну, акции Казахстана и акции развивающих стран это у нас фонды. А вот я их просто как читаю, так произношу. А так это у нас два фонда. Так. Акции Аэрофлота уже пошли. 6,45%. Акции банка ВТБ у нас на 15,86%. Аэрофлот и ВТБ тоже немножко опустились, да, как мы видим. Фонд золота, который лежит в банке, у нас виртуальный, 4,25%. Тоже немножечко просадочку дал. Вот. Из BMX 12,74%, да. Тоже немножко как бы снизился вроде. Российские акции или ВТБX, который 12,60%. В принципе, небольшая разница по процентам. Ну, только вот Северсталь у нас идет вперед 24,40%. Да, даже посмотрите на график. Он даже и не снимал, не опускал. Вот коррекция была небольшая, да, но отыгрывает обратно. Вот. Ну и последние наши облигации. Фонд ликвидности 0,08%. Немножко приподнялся. Моих купоны пока мы по нему не видим. Да, мы их оставим. Вот. Я вот думал либо подкупить золото на этот кэш, который пришел, либо еще подкупить ликвидность. Ну, я, наверное, пока оставлю, пускай лежит. Эти 36 рублей. Мы потому что ожидаем с банков American Tobacco. Должны еще будут прийти нам дивиденды. Должны будут выплачиваться по АТТ Group, но это уже будет после Нового года. Так, и что у нас еще? Почем мы еще должны? Еще Нортон и Кап, кажется, должны будут нам выплатить дивиденды. Вот. Давайте мои дивиденды. Вот. Должны будут выплатить АТТ 0,52 цента за акцию и ГАП 0,24 цента тоже за акцию. Вот так вот.
Потому что American Tobacco они уже были выплачены. Так, а вот Norton я уже не помню. Он же выплачивает, но он еще пока... Так, по сути, он мне тоже должен был выплатить, я уже не помню. Мне приходили на ВТБ, в личный кабинет. В личный кабинет приходило оповещение с двух каких-то... Вот American Tobacco, кажется, еще что-то какое-то. А вот какой я уже не помню. Вот, кажется, Norton и American Tobacco не должны будут либо выплачивать что-то они либо до Нового года мне прийти, либо после Нового года. Ну, в общем, как говорится, если они выплатят, это будет видно. Вот. И будет сразу видно, как говорится, в изменении моего счета. Ну и в портфеле там будет показано, какие дивиденды пришли и от кого. Ну, вот так вот выглядит мой портфельчик. Да, с моими небольшими дивидендами, с моим плюсиком. Вот, надо будет сюда, наверное, все-таки еще русских акций тоже подкупать. Не только иностранные, не только Аэрофлот. Вот, которые будут выплачивать, от которых будут приходить рублевые дивиденды. Вот. Так что будем ждать выплату дивидендов. Ну и вы, конечно, узнаете, какие дивиденды мне пришли и когда. Ну что ж. Кто хочет дальше узнать, как будет развиваться мой портфель, подписывайтесь, ставьте, не забывайте колокольчик, ставьте лайк, пишите комментарии. Всем благ и процветания. До свидания.